В этом видео мы с вами рассмотрим ключевые технические моменты при вязании нашего ромбового пледа. Итак, как я вам рассказывала на схеме, у нас там есть два начальных ряда, которые мы вяжем просто без рисунка пока что. Это два подготовительных ряда. Берем первый цвет, начинаем с волшебного, даже не волшебного, а просто начального узелка. Набираем необходимое количество петель, которые вы найдете в схеме. Не забудьте про 4 кромочных под вес каждой стороны. Набираем необходимое вам количество воздушных петель. Предположим, мы их набрали. Первый ряд мы вяжем этим же цветом, перевернув цепочку воздушных петель и вводя крючок вот в эти вот поперечные петли, начиная со второй. Вводим крючок и провязываем столбики без накида. Сейчас вот поняла, что важно вам сказать, что когда вы будете считать начальное количество петель, вы прибавите 4 кромочных, но не забудьте набрать на одну петлю воздушную больше, потому что мы начинаем вязать со второй петли. То есть вы набираете количество петель, указанное в схеме, плюс еще одна, потому что она у вас скрадется, когда вы провяжете вот набранную цепочку воздушных петель. Вяжем столбики без накида до конца ряда, и в конце ряда мы нить обрежем. Вот у нас последняя петля остается. Значит, здесь мы сразу, во-первых, оставим кончик для будущей бахромы. Тут вы определите сами, какой длины она должна быть. Обрезали и протянули хвостик через петлю на крючке, затянули. Провязали первый ряд. В каждом ряду меняем цвет, поэтому для второго ряда берем новый цвет. Вводить крючок мы будем под обе дольки первого столбика. Вот у нас первый столбик. Вводим крючок под обе его дольки. Вытягиваем контрастную нить. Оставляем здесь сразу хвостик для бахромы справа. Вытянули. Провязали одну воздушную. Туда же, в эту же петлю, провязали столбик без накида. Хвостик немножко подтянули. В следующий столбик, опять же, за обе дольки провязываем столбик без накида. Это и есть те самые 2 кромочные петли, о которых я вам говорила. Дальше в каждую следующую петлю провязываем столбик без накида только за дальнюю стенку, чтобы с фронтальной стороны у нас оставались вот такие вот перемычки. Провязываем в каждую петлю столбик без накида за дальнюю стенку. Здесь и далее, где по схеме у вас будет пустой квадрат, это значит, что нужно в эту петлю провязать столбик без накида за дальнюю стенку. Провязываем почти до конца, до последних 2 столбиков. Вот мы дошли до последних 2 столбиков. Здесь, поскольку нам нужно провязать опять 2 кромочные, мы вводим крючок за обе стенки петли и провязываем 2 столбика. Обрезаем нить, протягиваем ее через петлю на крючке и затягиваем. Вот мы с вами провязали 2 ряда. Дальше с 3-го ряда вы уже работаете по схеме, по рисунку. Я вам сейчас покажу, как провязывать в нужных местах столбики с накидом, там, где у вас будут крестики. Еще раз посмотрим, как мы присоединяем нить. Вводим крючок под обе дольки первого столбика. Протягиваем нить воздушная. Туда же вяжем столбик без накида. И в следующую петлю тоже столбик без накида. Здесь немножко подтягиваем. В принципе, тут закрепляются эти кончики нормально по правому боку, но если вас что-то смущает, то можно периодически будет просто парно их связывать между собой узелком. Только не сильно стягивайте. Провязали 2 кромочных. Дальше мы работаем по схеме. То есть вот смотрите, какие должны быть столбики в каждом следующем столбике. Допустим, вы дошли до места, где следующий у вас крестик. Что это значит? Это значит,
что вам не сюда нужно провязать столбик без накида, а нужно провязать столбик с накидом, причем спуститься на ряд ниже, вот сюда. Не зря же мы здесь оставляли вот эти вот фронтальные перемычки. То есть что мы делаем? Мы делаем накид, вводим снизу вверх, то есть вот у нас четко, видите, надо определить, вот у нас следующий столбик, вот четко под ним вот эта перемычка. Вот эта перемычка относится к предыдущему столбику, который уже провязан. Соответственно, мы в эту перемычку снизу вверх, вот так вот, вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Вот так. Столбик, оставшийся за этим столбиком с накидом, мы пропускаем его, он нам не нужен. То есть дальше мы вяжем уже со следующего столбика. Вот в данном случае мы, видите, соединили таким образом вот этот белый и вот этот белый. Старайтесь не сильно здесь утягивать этот столбик, то есть вязать его свободно, но и не слишком, конечно, свободно, чтобы не было здесь такой прям арки, но и не сильно утягивай, иначе у вас будет здесь полотно съеживаться чуть-чуть. Но вы потом по ходу дела привыкнете. В общем, в тех местах, где у вас будет на схеме крестик, вам нужно будет провернуть вот такую вот манипуляцию, довольно простую. Еще раз давайте посмотрим. Допустим, следующий столбик нам нужно провязать столбик с накидом. Делаем накид. Заводим крючок снизу вверх в перемычку, которая ровно внизу под нашим столбиком лежит. И провязываем столбик с накидом. Проверяйте себя, смотрите на полотно, да, вырисовывается рисунок или нет. Понятно, что на первых рядах, особенно учитывая длину, ну как бы ширину, да, нашего пледа, будет видно не сразу рисунок. Но на первых порах проверяйте себя, не ошиблись ли вы где, потому что если не там провязали, то рисунка не получится, придется ряд распускать. Такое тоже бывает. Будут вопросы, обязательно пишите. Желаю вам успехов и приятного вязания.